Добрый день, добрый вечер. Жду от вас обратной связи. Чудесного вечера всем, кому-то доброго дня. Хороший ли звук? Все ли в порядке у нас с видеосвязью? Добрый вечер. Пока минутку ждем подключения. Так, звука нет. Проверю себя. У меня есть. Жду тогда еще от остальных. Все отлично, вижу. Все отлично. Хорошо, отлично. Спасибо. Спасибо вам большое за обратную связь, чтобы я не отвлекалась, не гадала, как все идет с точки зрения технической, сопровождения. Я сегодня хочу рассказать вам в течение часа ближайшего практико-применимую информацию по поводу выгорания и по поводу восстановления ресурса. Так как все люди активные, занятые, и здесь собрались в этом марафоне те, кому важно учитывать и свой тайминг, и люди, которые достаточно нагружены большим объемом информации, либо уже какие-то проекты запускают, организовывают, либо те, кто учится этому, и тоже у них всегда цейтнот, потому что много что нужно освоить. Поэтому я на этом эфире решила не углубляться в какие-то теоретические механизмы работы организма и так далее, не брать нагрузку на нас с точки зрения объяснения действия определенных препаратов, а именно отобрала для вас то, что эффективно, то, что можно применять безопасно, учитывая только симптомы, опираясь только на свое состояние. Обычно я даю информацию достаточно глубоко, но я считаю, что важно для аудитории всегда информацию адаптировать. И прекрасно понимаю, что здесь собрались люди, которым важна именно практика применимая информация и конечный итог, конечный результат, что сфера интереса другая, не здоровье, а здоровье – это инструмент, который должен быть всегда на высоте и который будет помогать в реализации собственных идей, проектов и так далее. Поэтому концентрируемся на практике, и в конце я проведу розыгрыш. Всегда так делаю на эфирах и подарю полезную, тоже практически применимую информацию про питание, выбор питания, и в конце буду отвечать на вопросы. А сейчас я кратко представлюсь, пара слов обо мне. Меня зовут Крушанова Юлия, мне 43, вот буквально на днях исполнилось. Занимаюсь всю свою сознательную жизнь биохимией, биофизикой, аюрведой, интегративной медициной. Более 20 лет уже нахожусь в этой теме, очень рано выбрала свой путь, сферу своих интересов, еще буквально в старших классах школы. И так углубляюсь по ней, идя эти все больше 20 лет по этому пути. И, конечно же, за плечами много у меня выступлений, конференций, семинаров, начиная с ранних лет, с аспирантуры, с первых курсов аспирантуры. Я уже преподавала в МГУ на старших курсах. Потом, конечно же, была большая работа за эти годы сделана, сегодня перечислить, и личные проекты, и различные какие-то конференции, обучающие программы. Вот буквально закончился у меня годовой курс, первый поток, сейчас следующий, будем открывать поток. То есть я знаю не понаслышке той нагрузки, о которой сегодня хочу поговорить. Плюс, конечно же, семейная жизнь, и я супруга, и мама двух детей. Один уже достаточно взрослый подросток, 17 лет, второму 10,5. Нагрузка со стороны, естественно, забота о здоровье
и благополучие родственников, друзья. То есть вся обычная жизнь, естественно, она тоже присутствует. Плюс желание развиваться как специалист, постоянное обучение, потому что тот путь, по которому я иду, я думаю, как и многие из вас, это путь сердца, это то, чем ты горишь, это то, чем ты живешь, это не просто средство для зарабатывания денег, которое, когда ты идешь по этому пути, это, конечно же, выжигает рано или поздно. Когда ты идешь по пути сердца, да, ты устаешь, ты падаешь, но ты поднимаешься, и ты не собираешься сворачивать с этого пути, но это не значит, что ты не испытываешь утомление или что невозможно таким образом сорвать организм свой. Конечно же, здоровье можно потерять и занимаясь любимым делом тоже. И разные были этапы в моей жизни, и разные осознания. И вот определенной консистенцией того, что помогает лично мне, и так как я работаю с пациентами тоже уже очень давно, и в основном это люди успешные в своих направлениях, и, соответственно, это люди трудоголики, я уже знаю основные факторы, на которые можно направить свое внимание и получить хороший результат по поддержке своего организма. Так как мы отдаем, работая с людьми, запуская какие-то проекты, мы работаем ненормированно. Мы отдаем не только свои знания, но отдаем огромный ресурс энергетический. Плюс, когда есть команда, вы работаете в команде, неважно, вы стоите во главе команды или во главе какого-то небольшого отдела, или, может быть, это различные специалисты просто вот под один проект собраны. В любом случае, это коммуникация, это взаимная поддержка, когда очень важно, что ты не проецируешь свои негативные эмоции в команду, а наоборот, ты поддерживаешь своих соратников, коллег и получаешь от них то же самое. А если получаешь негатив, то правильно на это реагируешь. Вот эти вещи, конечно же, базисом являются. И я не хочу сейчас углубляться в психологию, но так происходит, что прежде чем мы будем говорить с вами о теле, я хочу буквально пару слов уделить тем основам, такой, скажем, гигиена психического поведения, такой, можно сказать так, как предохранитель от выгорания. Конечно же, во-первых, это любить свое дело и гореть своим делом. Бывает сложно очень отказаться от какой-то карьеры или от какого-то частного проекта, признав себе, что это не то, что тебя действительно поднимает и вдохновляет. Когда вы освобождаете место именно только для того, что вам интересно, то обязательно это место заполняется таким проектом, такой возможностью. Но пока ваша энергия, ваше внимание заняты, пусть нелюбимыми, ненавистными какими-то проектами, делами, работой, у вас просто нет свободного времени, у вас просто нет ресурса на то, чтобы увидеть те возможности, которые вам действительно могли бы понравиться и стать вашими. Поэтому здесь это бывает больно, неприятно, но проводить периодически ревизию, и очень важно для себя расставлять приоритеты. Что действительно ваше, что действительно вас зажигает. Да, можно заниматься сразу несколькими направлениями, и таргетинг, и SMM-маркетинг, и параллельно заниматься методологией и так далее. Но это неизбежно в начале пути. Но когда вы потом понимаете, что к чему-то особенно у вас лежит душа, например, таргетинг точно не ваше, то отказываясь пусть от какой-то части денег, которые вам готовы заплатить за эту работу, но направляя свое внимание на углубление в интересующую вас тему, вы в итоге, конечно же, только выиграете как специалист и в материальном плане, и в плане удержания своего ресурса. Это, я думаю, многим понятно, интуитивно точно мы все это знаем и чувствуем, но бывает сложно отказаться, особенно если есть какая-то оплата, которая вам действительно нужна, это сумма денег, но вы понимаете, что дело нелюбимое. Второй момент, на который хочу обратить внимание, это, конечно же,
расставление приоритетов в том деле, которым вы занимаетесь. Так как работа часто от запуска к запуску, а часто еще и запуски наслаиваются один на другой, она не нормированная, и мы находимся под прессингом, достаточно часто под прессингом психологического состояния людей других, потому что приходят люди учиться на какой-то проект, на марафон и так далее. Многие имеют несбалансированное психическое состояние, они сами находятся в поиске опоры. И все время быть вот этим буфером, быть приветливым, быть внимательным, это, конечно же, непросто. Более того, если посмотреть на этот вопрос шире, то даже если вы еще не занимаетесь или в другой сфере работаете, и запуски это не про вас, организации проектов различных и так далее, но даже будучи мамой, а большинство нас здесь женщины, даже будучи мамой, мы все время находимся под прессингами запусков каких-то проектов, которые нам подкидывает школа, жизнь, то экзамен у ребенка, то заболел на неделю, и ты не спишь всю ночь. Чем не проект, чем не запуск, чем не повод для выгорания. Поэтому у кого-то наслаивается работа и еще и несколько таких проектов в виде нескольких детей. Поэтому, конечно, умение правильно себя сканировать и дозировать свой ресурс и восстанавливать его вовремя, это действительно актуальная тема. И с возрастом, поверьте мне, это становится особенно важно, потому что для женщин очень важно прийти к менопаузе, к которой мы все придем рано или поздно. И неважно, будем мы пользоваться гормональной заместительной терапией, растительными препаратами с фитоэстрогенами или еще чем-то, неважно. Когда мы подойдем к старению яичников, а об этом лучше думать раньше, знать об этом, помнить, но не бояться этого, то очень станет важно, в каком ресурсе находятся наши надпочечники. С какими надпочечниками мы подойдем к возрасту менопаузы. Если мы хотим, выстроив карьеру, заработав деньги, отдав миру те идеи, которые вот мы вынашивали, реализовав их, если мы хотим потом и в 55, и в 60, и в 65 лет наслаждаться жизнью, продолжать реализовывать свои возможности, свой потенциал, воплощать мечты, в конце концов радоваться тем результатам, которые мы достигли, то очень важно, чтобы у нас был на это ресурс. И у женщин ресурс мы получаем только из здоровых надпочечников к тому моменту, когда наступает менопауза и яичники отключаются. Надпочечники подхватывают выработку репродуктивных гормонов. Да, их недостаточно, чтобы произошло зачатие и для того, чтобы выносить ребенка, но их достаточно, чтобы получать удовольствие от жизни, чтобы сохранить амбиции, чтобы было либидо и в 55, и в 60, чтобы хотелось просыпаться утром и тянуло путешествовать, хотелось нагрянуть вдруг, я не знаю, там, к детям с внуками и вытащить их куда-то вместе в какую-то поездку, захотелось поехать в круиз на яхте и получить от этого удовольствие. Понимаете, вот это такая важная вещь, о которой мы сожалеем только тогда, большинство женщин сожалеют об этом и доживают свой век только тогда, они это понимают, когда вот лоб к лбу сталкиваются с этой ситуацией. Но я все-таки за то, чтобы подстилать соломку заранее. Когда ты об этом знаешь, сложно забыть уже, что есть такая возможность, и что можно. Это, знаете, тоже особый проект. Проект «Быть активной в старости». Для кого-то это пока далеко. Мне когда было до 25 лет, мне казалось, что 40 лет это что-то вот, во-первых, это совсем не скоро, во-вторых, это слишком, уж совсем взрослое, там, о чем можно говорить. Сейчас, когда мне 43, я чувствую себя на 25, и это не менялось, это ощущение, а то и мне младше. И я понимаю, что мне тоже хочется жить так же, как и в 20 хотелось, и у меня тоже есть и запросы, и интересы, и амбиции, и желания. И я уверена, когда я общаюсь с женщинами 60-65 лет, что они тоже это же чувствуют.
ничего не меняется. А возможности мы сохраняем с самой ранней молодости. И поэтому очень важно, когда сейчас строите карьеру, реализуете свои планы, занимаетесь запусками, не только гореть этим, да, это предохраняет от истощения, но еще очень-очень важно думать о том, какие ресурсы достанутся нам же, мне же в будущем, через 20, через 40 лет. Сегодня столько много информации и так много напряжения, что, к сожалению, много вижу девочек 25-30 лет, которые уже имеют истощение со стороны надпочечников. Я сейчас не буду тратить наше время на то, чтобы рассказывать, какие стадии бывают истощения надпочечников. Вы можете на ютубе найти по моему имени канал Крушанова Юлия, посмотреть там диагностика хронической усталости, например, и протестировать себя. Очень много информации выложено в доступе, и можно для себя это все понять. Но даже если вам нет... Вам это не ваше, вам не хочется этим заниматься, диагностировать себя, разбираться в этом и так далее. Имеете право, у вас другой интерес, другие приоритеты. Но что важно? Самое главное, когда мы восстанавливаемся, самый главный период – это сон. Вот это то, что должно быть во главе угла. Это самое простое. Это самое элементарное, скажем так, не стоит ни копейки. И сон должен быть такой, чтобы он нам давал хороший уровень мелатонина. Мелатонин – это тот гормон, который вырабатывается нашим мозгом и который нас защищает от онкологии, который нас защищает от стресса, он нас защищает от набора лишнего веса, особенно в области талии, и он нас защищает от эмоционального переедания и эмоциональной зависимости от еды. Мне кажется, ну вот лично для меня, этого уже достаточно для того, чтобы хотеть поддерживать свой уровень мелатонина в оптимальных значениях. Что для этого нужно? Для этого сон должен быть с 11, максимум с 12 часов вечера и до 2 часов ночи. Вот в это время вырабатывается физиологически максимальное количество мелатонина. Если мы ложимся спать в час, в 2, мы получаем процентов 10-15 от того мелатонина, который мы могли бы получить за эту ночь. Пока мы молодые, этого может хватать. Но со временем, конечно же, организм нам показывает, что мы его держим в дефиците к мелатонину. И поэтому лучше в приоритетах выстроить работу так, что вы, например, в 9 вечера вы железно заканчиваете свою работу. Это очень важно. Да, бывают, конечно, тяжелые периоды, пускай это будет не больше недели, когда вы ложитесь как получится, понятно, что есть разные ситуации, и опять-таки и запуски и так далее, но это не должно быть ежедневной практикой на протяжении лет многих. Достаточно много ко мне приходит пациентов, которые живут так не то что год-два, по 10, по 15 лет, они ложатся не раньше часа ночи. И, конечно, они за эти 10-15 лет имеют большое количество уже проблем, которые они не связывают с этими ночными, вечерними, поздними укладываниями, но при этом обычно это люди с очень мощной силой воли. И многое они делают на воле, начиная от утреннего вставания и продолжения реализации своих проектов. И когда мы меняем вот этот график жизни, они узнают, что можно совсем по-другому реагировать на события, что, оказывается, можно менее стрессово реагировать на то, что происходит вокруг тебя. И действительно проще становится снизить вес, и проще становится достигнуть той фигуры, которой ты шел, но не получалось, несмотря на снижение калорий, несмотря на физические упражнения, потому что кортизол высокий не отрегулирован мелатонином, и он держит, к сожалению, вот это абдоминальный жир, то есть вот этот спасательный круг вокруг живота. Если
вы это ставите в приоритет, и да, мы не рассматриваем какие-то там 2-3, максимум 7-дневные тяжелые периоды, то остальное время желательно смещать работу на утренние часы, лучше раньше встать, но вовремя лечь. Оптимально, конечно, в районе 11 или до 11, если это вам позволяет. Это или, как крайний вариант, лечь поспать с 11 до 2. Есть и такие, скажем так, да, люди, у меня пациенты, которые работают с своей командой, а команда находится в другом часовом поясе, разница там 8-10 часов, да, они имеют полифазный сон, и это тоже имеет место быть. Я сейчас не буду об этом говорить подробно, но тоже можно настроить свой организм на полифазный сон, например, 3 часа ночью, вот в это время, когда нужно получить мелатонин, потом они встают, потому что там начинается утро, рабочий день, и потом они еще добирают в районе обеда несколько часов. И живут тогда долго, сохраняя свою работоспособность, и при этом, когда мы сдаем мелатонин, а мелатонин можно посмотреть в анализах, сегодня уже и в России это делают, то мы видим очень хороший уровень. То есть есть вот такие, ну скажем, лайфхаки, да, как сейчас говорят. Мелатонин, конечно же, есть в таблетках, есть в спреях, но пока мы не истощили свой эпифиз. Эпифиз – это часть мозга, которая вырабатывает как раз мелатонин. Я не рекомендую на постоянной основе полагаться на экзогенный мелатонин, то есть в таблетках, в спреях там, и так далее. Почему? Потому что как только мы начинаем прибегать к этому внешнему мелатонину в молодом возрасте, а молодой возраст – это где-то до 50-55 лет, мы, прибегая к внешнему мелатонину, мы, конечно, особенно на длительной основе, мы немного, ну, скажем так, даем сигнал такой, да, эпифизу, что, в принципе, мы справляемся без него. Это как гормонозаместительная терапия, как контрацепция оральная, как коки, когда мы принимаем экзогенные гормоны и снижается активность яичников. И также они как засыпают, да, и как гинекологи говорят, отправляют их в искусственную менопаузу. То же самое можно сделать с эпифизом, если вы не достигли уже такого хорошего зрелого возраста 50-55 и старше. На постоянной основе прием мелатонина очень не рекомендуется, и достаточное количество клинических исследований по этому поводу сделано. Но как подстраховка, допустим, на ту неделю, когда у вас действительно серьезная такая работа и невозможно здесь как-то отказаться от нее и в вечернее, и в ночное время, либо у вас перелеты и есть джетлаг, когда смещается у вас время сна, и вы прилетаете в другой часовой пояс, на максимум неделю, самое большое это 10 дней, вы можете подключать мелатонин. Здесь есть тоже правила его использования. Во-первых, в одно и то же время его надо использовать. Желательно где-нибудь в районе 10 вечера, это оптимально. Если вам до 50 лет, то желательно не использовать более 1 мг мелатонина, обычно это 0,5-1. Лучше использовать подъязычный спрей или рассасывающиеся таблетки. Не используйте мелатонин длительного высвобождения. Вы можете увидеть это в аптеках, что есть мелатонин просто, или пишут мелатонин быстрого действия, это то же самое, что обычный мелатонин. А можете увидеть, что написано длительного высвобождения мелатонин. Такой не нужен. Такой мелатонин нужен только при серьезном истощении эпифиза, когда у человека постоянно прерванный сон. Он просыпается и не может заснуть, просыпается и не может заснуть. И вот это вот его изматывает. То есть он засыпать может нормально, а при этом постоянные просыпания в пожилом возрасте. Поэтому не используйте длительный мелатонин, берем обычный. В одно и то же время, это очень важно, в районе 10 вечера использовать. Если вы куда-то перелетели и разница там во времени, значит по местному времени
вы используете в районе 10 вечера этот мелатонин в одно и то же время и не более 10 дней, ну, это может быть и на 2-3 дня, только когда вы привыкаете или когда у вас высокая нагрузка. Когда еще может пригодиться такое эпизодическое использование мелатонина? Если у вас повышенная раздражительность с самого утра, если вы чувствуете, что вот вы готовы просто вот броситься на кого угодно, небольшая какая-то проблема, или вас слегка вот дернули, о чем-то спросили, ну ничего такого, ничего криминального, но вы взрываетесь тут же вот просто, как будто бы вот только ждали этого, вы взрываетесь мгновенно. Вы, может быть, не показываете это, вы не можете это показать, но внутри у вас все вскипает. Вот это, конечно, такие кортизоловые реакции. И я думаю, многие замечали, что раздражительность повышается как раз-таки, когда мы не досыпаем ночью. Чем позже мы ложимся, тем раздражительнее становимся в течение дня, на следующий день, и тянет на сладкое, и на что-нибудь вкусненькое, кого-то на соленое, кого-то на алкоголь. Это все об одном и том же. Мы ищем источники серотонина, мы ищем источники удовольствия за счет того, что кортизол постоянно обворовывает нас вот в этих нейромедиаторах. Вот в этом случае тоже можно на пару дней в районе 10 вечера использовать 1 мг мелатонина для того, чтобы немного подспустить вот этот высокий кортизол и для того, чтобы выстроить сон, все-таки постараться ложиться раньше. Если не получается, тогда да, вот дополнительно мелатонин можем брать. Что еще полезно здесь? Часто люди думают, что проблема в психоэмоциональных реакциях и проблема в психике, в их каком-то, скажем так, личном, неправильном эмоциональном состоянии. Ищут ответы у психологов, ищут кто-то даже у психотерапевтов, но редко кто из психологов отправляет проверить базовые дефициты. И вот это очень меня расстраивает. Почему? Потому что вплоть до использования препаратов, которые достаточно серьезные, фармакологических препаратов, транквилизаторов, убирающих тревожность и так далее, назначают, в то время как у человека элементарно мы видим дефицит магния, элементарно мы видим дефицит витамина С, сбитые как раз вот эти ритмы между мелатонином и кортизолом, а ему говорят о стрессе, который он несет с 3-летнего возраста, потому что его недолюбили и так далее. Это действительно то, на что нужно обращать внимание. Но когда возникает перекос, и когда все объясняется только с этой точки зрения, то мы можем упустить базовые дефициты, элементарные. Я вижу классические варианты нередко, когда человек идет на различных стимуляторах, ему назначают, для того, чтобы стимулировать либидо, стимулировать активное отношение к жизни, чтобы он мог просыпаться, потому что он вялый, а там элементарно дефицит тестостерона. То есть надо заняться, восстановить мужчине тестостерон, и у него опять появляются амбиции, либидо, конкурентоспособность, желание заниматься любимым делом. И не нужны ему никакие стимуляторы, подталкивающие его, вот как бы активизирующие его психику и нервную систему. Поэтому здесь, вот как я часто сравниваю, мы как будто бы водитель, который ведет автомобиль. Надо заботиться и о состоянии водителя, как он себя чувствует, как он ведет машину, и о состоянии автомобиля. Может быть ас за рулем, но при этом автомобиль в ужасном состоянии. Или наоборот, машина просто, вот техосмотр прошла просто уникальная, ракета, а не машина. Но водитель вообще не понимает, как с ней обращаться, и он ее тоже угробит. Понимаете, здесь также и в нашей ситуации есть тело, и не надо забывать об его потребностях. Невозможно все время на нем только ездить, потреблять, гонять, отжимать и на силе воли заставлять работать. Оно тоже требует техосмотра и тоже требует подпитки. В конце концов, заправки правильным бензином, как машина, да? Где-то техосмотр, где-то какая-то смазка и так далее. То же самое с нашим телом. Но при этом не забываем о водителе.
как мы пользуемся нашими ресурсами. Если мы даем себе вовремя спать, конечно, наше тело проработает дольше, потом меньше в него надо будет вкладывать в это техобслуживание, в эту коррекцию. И вот этот вот момент очень важно, помнить об этом балансе. Не перегибать палку только в сторону психологии или только в сторону дефицитов, витаминов и так далее. И то важно. И элементарные вот эти вещи, помнить о своих приоритетах, заниматься только любимым делом, делить все на 20, потому что действительно все пройдет. Но наш мозг реагирует, к сожалению, на любые события, даже которые нам приснятся или которые мы себе придумаем, он реагирует одинаково, как будто бы это произошло. Вот в чем проблема. И здесь очень важно воспитывать в себе такую вот здоровую стрессоустойчивость. И, конечно же, тело. Чем мы можем помочь нашему телу? Во-первых, создавать себе максимально комфортные условия. Вот много говорят о том, что любить себя, да, заботиться о себе, свой ресурс, ресурс эксперта и так далее. О чем это? А вот это на самом деле о ежеминутной заботе. Это не о том, чтобы раз в полгода позволить себе полететь на Мальдивы и отдохнуть, это так отдохнуть. Это о ежеминутной заботе, потому что из этого складывается усталость, из этого складывается обворовывание организма, его здоровье из будущего мы забираем. Например, я вижу ваши вопросы, отвечу на них обязательно. Например, вот сейчас я веду эфир, и у меня эфиры достаточно долгие, вот сейчас часовой будет, а есть у меня вебинары, лекции, где и 5, и 6, и 7 часов, то есть длительные. Конечно же, это не полезно для спины. Я делаю специальные упражнения для того, чтобы были крепкие мышцы поясницы, чтобы они могли долго держать. Если у меня эфиров много, один за одним, несколько дней подряд, я не полагаюсь только на свою поясницу и не держу ее только силой воли. Вот сейчас, например, уже который день у меня записи, и, соответственно, вот я использую подушку под поясницу. Это мелочь. Но к концу определенного дня я понимаю, что я не могу отжимать от мышц своей поясницы бесконечно на воле. Даже то, что они тренированные. У всего есть ресурс, у всего есть начало и конец. И здесь я уже даю заботу, поддержка поясницы. Это мелочь, но это экономит большое количество моих сил. И самое главное, ресурс того же витамина С, о котором мы сейчас поговорим, и магния, он расходуется на болевые ощущения, на мышечную зажатость, на дискомфорт психический и физический. И вроде бы мелочь, ну подумаешь, сидишь и сидишь уже, и вроде бы держишь спину, но потихоньку туда уходит, сливается и магний, и витамин С, и не только, я не буду сейчас в это углубляться. А в итоге это скажется в целом на здоровье моего организма. Поэтому удобное рабочее место, удобная одежда, когда у вас есть голод, вы принимаете пищу. И это очень важные моменты, потому что кто-то увлекается, не ест весь день, а потом вечером идет срыв. И можно уже все, потому что если посчитать по калориям вроде бы немного, а получается по нутрицептической плотности ерунда, которая не заправляет организм так, как нужно, нужными веществами. И вот эти мелочи, когда вы заботитесь о себе, когда вы себе даете внимание своим потребностям, это бережет огромное количество ресурсов. Что касается питания, желательно, чтобы оно соответствовало вашей конституции. Про это сейчас говорить не буду. Есть отдельный у меня большой подробный вебинар, где рассказано, как определить свою конституцию, как подобрать питание. И я сегодня его как раз в конце и разыграю, подарю. И пусть фортуна у нас определит, кому он особенно нужен, и пусть принесет пользу. О поддержке, если мы говорим о поддержке тела, то как база в любом состоянии, неважно, вы очень уставшие, вы излишне эмоциональные, слишком возбужденные, либо у вас сейчас достаточно ровный период, но впереди нагрузка, очень важно держать два основных элемента в хорошей наполненности. Нельзя уходить в дефицит по витамину С и магнию.
Вот это то, что можно принимать на постоянной основе. Это это то топливо, на котором работают наши надпочечники. Это тот минимум, из которого черпает ресурс для адаптации к стрессам наша нервная система. А под стрессами понимается и поход в спортзал, и приятные, но затянувшиеся встречи, например, с подругами в кафе или в клубе. Сюда же и, конечно, физическая, психическая работа, и эмоциональная работа, и прессинг психологический, когда вы испытываете, работая с большим количеством людей. Сюда же относятся и любые переезды, перемещения, командировки. Все заканчивается на потреблении магния и витамина С. И это то, что можно постоянно датировать, меняя формы, но не убирая это из жизни. Это водорастворимые вещества, и они набираются быстро и теряются также быстро. Вот это очень важный момент. Здесь можно не бояться передозировать, потому что, в разумных пределах дозировки сейчас я скажу, потому что они действительно набираются, вот как набираются достаточно легко, так же легко они и теряются. Это особенность водорастворимых веществ. Да, вот тоже забота. Я всегда ставлю себе воду и ставлю себе либо теплую воду, либо определенный чай, в зависимости от того, какое у меня эмоциональное состояние. Мне надо себя взбодрить или наоборот понизить планку возбуждения, чтобы не пересыхало горло и не снижался иммунитет слизистых дыхательных путей. И, соответственно, таким образом мелочь, опять-таки, но я берегу свой организм, берегу локальную иммунную систему, горла и носоглотки, и, соответственно, я меньше подвержена тому, что я могу заразиться вирусами, бактериальная инфекция при переохлаждении может сесть, потому что местный иммунитет, он сильно зависит от состояния слизистой. А состояние слизистой, конечно же, истощается, когда много говоришь, и обязательно надо ее увлажнять. Обращайте внимание, организм всегда дает вам сигналы, где ему некомфортно, и вы должны подумать, как вы можете это скомпенсировать и позаботиться. Что касается магния, ежедневная доза для взрослого человека, взрослым человеком считается девушки с 18 лет, юноши с 21 года. Половое взросление у мужчин, оно дольше продолжается. Так вот, для взрослого человека нормальная доза магния современного взрослого человека – это 400 миллиграмм в сутки. Лучше распределять следующим образом: 200 миллиграмм после ужина, прямо после еды, и 200 миллиграмм на ночь. И вот 400 миллиграмм, вот принятые именно в вечернее время, они позволяют вам, с одной стороны, отрегулировать биоритмы, как раз вот вовремя укладываться спать, чтобы, особенно кому сложно остановить поток мыслей, и он долго-долго не может уснуть, привык работать поздно или читать новости вечером, там соцсети и так далее, легче будет перестроиться, когда у вас есть и намерение, и плюс дотация вечернего магния. При высоких стрессовых нагрузках, явно, когда вы отдаете себе отчет, что вы устали уже, то можно повышать дозу до 800 миллиграмм магния в день. Тогда лучше распределить ее и выбрать еще дополнительные формы. Я советую иметь дома две формы магния и ими жонглировать в зависимости от ваших потребностей. Базовая форма магния – это магний-глицинат, то, что можно постоянно принимать по 400 миллиграмм вот в вечернее время. Если есть склонность к запорам, то можно 2 в 1 сделать. И будет легче опорожнение кишечника и поддержка нервной системы. Тогда лучше выбрать не магний-глицинат, а магний-цитрат. Но та же самая доза 400 мг, 200 после ужина, 200 перед сном. За 30 минут можно до сна, где-то так вот, когда вы начинаете собираться, ложиться спать, выпили и потом вот умываетесь и так далее. При запорах цитрат, если этой проблемы нет, то магний-глицинат. И дополнительно иметь еще у себя вторую форму магния, то есть одну из этих выбрали, остановились на ней. И вторую форму магния, которую надо иметь, это магний-малат. Магний-малат. Вот эти вот названия цитрат, глицинат, малат – это формы аминокислот, с которыми связали магний. Это важно,
потому что эти аминокислоты оказывают еще дополнительное действие. К сожалению, в аптеках в России, в СНГ очень сложно найти хорошие формы. Пожалуй, можно найти магний-цитрат, можно найти магний-аспартат. Я у себя, чтобы сейчас наше время не занимать, кому это будет важно посмотреть, как выглядят качественные препараты магния, что можно найти в аптеках, а что можно заказать на том же сайте iHerb, я думаю, многие с ним знакомы, где качественные американские в основном препараты продаются и их присылают по всей стране. Я у себя в сторис, у себя в профиле дам информацию, выложу проверенные опытом уже долгим, какие препараты можно найти в аптеках, какие препараты можно заказать на iHerb. Я так всегда делаю, после эфира в сторис выкладываю у себя. И окошко, как обычно, куда можно будет задать вопросы по этой теме, по теме этого эфира, по препаратам и так далее. Итак, вторая форма магния на случай стрессовых периодов, тяжелых вот таких как раз запусков там и так далее, это магний-малат. Его дополнительно к той дозе 400 мг, к ним дополнительно еще добавляем 200 мг после завтрака. Есть возможность и 200 мг еще и после обеда, в зависимости от уровня стресса. Если нет сил, либо наоборот возбужденное состояние, это универсальное средство, которое работает в любом случае. И когда упадок, и когда раздражительность высокая, то есть когда вы не в норме. Мы добавляем к этим 400 вечерним магния миллиграммам, мы добавляем еще после завтрака 200 мг магний-малата, а в особо тяжелых периодах еще и после обеда 200 мг магний-малата. Это уже вас держит на плаву. Это уже страховка для вашей нервной системы и от выгорания, и от того, чтобы, как мы вначале говорили с вами, залазить кредитом в ресурс надпочечников, который нам очень понадобится после 50, а кому-то и после 40, в зависимости от того, когда мы приблизимся к менопаузе, чтобы быть счастливыми и довольными в любом возрасте. Вторая вещь – это витамин С. Витамин С – это тоже очень важное вещество, на котором выстраивается работа надпочечников, а соответственно, опять-таки, наша адаптация к стрессам. Животные, многие, вырабатывают витамин С в своем организме, и их надпочечники защищены. Мы не можем вырабатывать витамин С. Мы его можем только получать из продуктов питания, либо из каких-то концентратов, препаратов и так далее. На постоянной основе можно, конечно же, полагаться на витамин С из продуктов питания. Сюда относятся у нас и, конечно же, и лимоны, и киви. В аюрведе используется и шиповник тот же самый. В аюрведе используется так называемый индийский шиповник, который сегодня легко достать по всему миру. Он очень известен, называется амла. Приведу тоже пример препарата. Это богатейший источник витамина С, натуральный, и в нем витамина С больше, чем и в шиповнике, и в киви, и в крыжовнике, и так далее, и в лимоне. И витамин С в натуральном виде чем хорош? Тем, что там еще много-много-много минорных компонентов, вроде бы несущественных, биофлавоноиды, но которые помогают лучшему усвоению витамина С и оптимальной его работе. Поэтому витамин С в дозе 500 мг в натуральном виде во время любого приема пищи, когда вам удобно, он не бодрит, можно и вечером принимать, можно и утром, но это та база тоже, которая должна быть, как 400 мг магния в вечернее время, а витамин С, когда вам удобно. Главное, во время еды его принимать. В периоды тяжелых нагрузок вы можете повышать до 2 грамм в день, то есть 2000 мг. Если вы принимали, например, ту же амлу в виде капсулы, просто сушеный этот индийский крыжовник и перетертый в порошок, закрытый в капсулу или спрессованный в таблетки, или в порошке, можно использовать. Если вы принимали одну 500 мг, то во время напряжения, стресса, усталости, либо раздражительности вы можете принимать 4 таких. Например, 2 утром завтраком, потом 1 в обед и 1 вечером. Тогда будет 2 грамма как раз, 2000 мг. И это будет хорошая поддержка. А потом опять уходите на базовые, на 500 мг. Это то, что можно принимать
в любое время, в любом состоянии. И эти 500 мг – это основа, которая будет поддерживать работу не только надпочечников, более 500 реакций, куда входит витамин С в нашем организме. И это очень важная база. Конечно же, можно использовать и в виде препаратов. Тот же самый, например, лучший для усвоения – это липосомальный витамин С. И я приведу тоже пример. Это стоит дороже, чем та же самая вот амла натуральная, но липосомальный витамин С, он очень хорошо всасывается. Может быть, его стоит иметь на случай как раз вот тяжелых периодов, когда нужно вот дотацию дать, и можно к амле добавлять липосомальный витамин С. Много вариантов. Аскорбиновая кислота, но ее не рекомендуют обычно, хотя она легко всасывается, потому что она повреждает слизистые. Если есть гастрит и язвы, то очень тяжело ее принимать, она таким раздражающим действием обладает. Есть еще другие варианты, не буду на это отвлекаться. Есть аскорбат натрия, содиум аскорбат. Можно его использовать, но там тоже есть определенные оговорки. Вот в натуральном виде проще всего. Это более безопасный вариант. Что еще нам может помочь? Когда стресс, сложно заснуть, не останавливается поток мыслей, есть очень хороший чай, который можно, начиная с 2 лет, детям давать, когда вы видите, что вот у них все, пошел такой процесс, что они там мечутся, заснуть не могут, ночью страшные сны и так далее, или у вас возбуждение, то вечером хорошо вот вечернюю дозу магния за 40 минут до сна не просто запить водой, а запить стаканом заваренного священного базилика, или тоже он называется в аюрведе тулси. Он известен не только для в аюрведе, он известен и в современной интегративной медицине, нутрициологии. Тулси или священный базилик. Тоже легко его сегодня купить. Много где продается. На том же iHerb, в аюрведических магазинах. Такой магазин легко найти, просто забив свой город. Например, аюрведический магазин Орел город, да, и все, и вам ближайшие магазины будут. Из Москвы многие шлют по почте, поэтому тоже не проблема. И этот тулси, он обладает приятным вкусом, он убирает высокий кортизол, особенно когда вот биоритмы неграмотно выстроены. Вечером прилив сил, утром ничего не могу. На 5 чашках кофе до 2 часов дня, потом начинает, вроде бы энергия пошла, к 11 вечера самый пик, хочется убираться, хочется работать, хочется делать все. До 2 часов ночи, все, утром в 8 открыли глаза, потому что будильник, и опять сил никаких, и надо как-то выживать на кофе, на чем угодно, на сладким, кто чем спасается. Вот если такой ритм характерен, тулси вечером, в районе 10 вечера, со 2-й дозой магния, первая была после ужина, 2-я вот в районе 10 вечера, принимаем для того, чтобы отрегулировать вот эту выработку кортизола. Кортизол должен утром подниматься, нас будить, нас заводить, а вечером он должен быть минимальным, чтобы дать возможность подняться мелатонину, и чтобы тот нас защищал от старения, от онкологии и так далее. То есть вот тулси тоже это то, что можно иметь в арсенале, он вкусный, дешевый и приятно заваривать его. 1 чайная ложка без горки, стакан кипятка, накрыли крышкой на 15 минут, все, пьете. Саму траву пить не надо, то есть вот, до осадка. Легко это все. Можно вообще принять капсулы, можно принять 2 капсулы, он есть в виде экстрактов, и просто запить теплой водой, кому как удобнее. А для того, чтобы утром приобрести бодрость, для того, чтобы утром себя раскачать, кофе, конечно, часто справляется с этой задачей, но, во-первых, ресурс такой, знаете, вот хлестать себя, как это делает кофе, это тоже невозможно бесконечно. Да, лошадь хлещут плеткой, и она несется вперед. Но если лошадь уже в мыле, если лошадь уже истощена, то когда ты ее хлещешь, в какой-то момент она просто падает, она не может быстрее. Ты хоть ее застрели, она не может быстрее уже бежать. У нее нет ресурса. То же самое происходит с нашими надпочечниками, с нашей нервной системой. В какой-то момент кофе перестает работать, в какой-то момент энергетики, стимуляторы перестают работать. И все-таки я за то, чтобы использовать препараты, когда мы вот уходим в стадию истощения и нет сил уже с самого утра, сколько бы мы ни спали, а уж тем более, если поздно легли. Я за то, чтобы использовать препараты именно не просто стимуляторы,
таких достаточно много, а которые будут еще ресурс давать сами по себе, еще и питающие. То есть мы сначала лошадь покормили, потом мы ее, соответственно, стимулируем, чтобы она поехала, поскакала, да? Так и здесь. Вот такими являются, например, мака перуанская, трутневое молочко и маточное молочко. Это очень хорошие препараты, которые и поддерживают уровень тестостерона, а это очень важно и для мужчин, и для женщин. Это либидо, это амбиции, это восприятие жизни как игры, это восприятие проблем как задач, это желание вот прямо врубиться в эти задачи, изучить конкурентов и сделать лучше, доказать миру, что ты можешь, желание реализовать свои мечты, сделать их вот реальностью, воплотить. Вот это как раз тестостерон, он важен в любом возрасте, менопауза, не менопауза, в любом возрасте, для мужчин и для женщин. И если вы чувствуете, что у вас пропадает либидо в любом возрасте, это уже звонок со стороны организма, показывающий, что вы выжигаете все в пользу кортизола. Вы выживаете, вы не пользуетесь полноценно всеми своими стероидными гормонами, всеми возможностями. И пропадает, когда либидо, это сигнал, что у нас перекос идет в сторону выживания. И вот здесь помогает маточное молочко, трутневое молочко, особенно трутневое в этом случае, и мака перуанская. Я в сторис приведу примеры, какие они бывают. Они бывают в замороженном виде, бывают в виде гранул сделаны. Мака в виде порошка есть и экстракта. Я напишу, как принимать, кому какие показания, и есть некоторые противопоказания, на что мы можем опираться. И вот этот арсенал, он небольшой, посмотрите. Магний, витамин С, тулси и что-то на выбор. Почитайте в сторис у меня и увидите, что вам больше подойдет: маточное или трутневое молочко, или мака перуанская. Это можно менять периодически. И вот этим уже жонглируя, вы уже делаете простую, но очень важную поддержку для своего организма. И параллельно, расставляя приоритеты, занимаясь любимым делом, перенося дела на утро, а вечером бережем себя, свой мелатонин, вы сделаете огромное дело для того, чтобы ваш организм вам помогал и выполнял ваши желания, и с вами не боролся против вас, а был вместе с вами на одной волне. Я сейчас поотвечаю на вопросы, я обещала уложиться в час, а пока я буду отвечать на вопросы, напишите слово «хочу». И я в какой-то момент просто напишу «стоп» и сделаю скрин экрана. Потому что у всех по-разному покажет этот стоп, под разными комментариями, зависит от скорости интернета. Я сделаю скрин экрана, и именно тот человек, который окажется у меня под этим словом «стоп», он пусть и будет вот выбран нами как победитель и получит бесплатно в подарок вебинар «Питание по аюрведе». Это большой вебинар с подробным рассмотрением всех конституциональных типов и с рекомендациями, как питаться, разбор всех категорий продуктов, как питаться именно при этой конституции, как сохранить красоту волос, ногтей, кожи, молодость, фигуру, исходя именно из подбора питания по своей конституции, то, что в аюрведе является основой. Там тоже все простым языком, как я сейчас объясняла. Это не профессиональное обучение. Для профессионалов там совсем другой уровень, другие обучающие программы. Это именно для того, чтобы можно было внедрять в жизнь свою, семьи, детей и так далее. В сторис будут препараты выложены. Я их выложу сегодня вечером, завтра утром окончательно, то есть можно будет пройти. Ссылка на мой профиль есть в объявлении, в посте про этот эфир. И в телеграм-канале сохраняем, в бесплатном телеграм-канале мы с командой сохраняем все полезные эфиры, все препараты к ним, рекомендации определенные, чтобы не искать. Вы, как люди прогрессивные, пользуетесь современными возможностями, технологиями, я знаю, поэтому, я думаю, наверняка знаете, насколько полезно телеграм-канал использовать для таких целей, когда хочешь сохранить информацию, чтобы потом не искать по профилю или сторис пропадают. Поэтому можно на него подписаться. По ссылке в шапке профиля у меня есть топлинк.
по топлинку проходите и подписывайтесь на бесплатный телеграм-канал. Так, я написала стоп. Сейчас я сделаю фотографию, кто окажется под стоп у меня. Угу. Кто это будет? Так, и сейчас пролистаю. Пока никого нет. Ага, все, увидела. Валентина Павловна Бортко, поздравляю. Вы выиграли вебинар, если вебинар по питанию. Если окажется, что вы посмотрите и захотите какой-то другой, то вы скажете, и он будет ваш, на ваше усмотрение, на ваш выбор. И так, сфотографировала. Угу. Стоп писала я. Стоп, это я написала. Угу. Ну, я не раз уже провожу такие вебинары, поэтому знаю, насколько по-разному показывать, поэтому сразу сделала фотографию после того, как написала. Так, теперь отлистаю на вопросы. Вижу вопросы. Так, угу. Как на меня подписаться? Легко, можно увидеть название профиля, будет ссылка здесь в записи этого эфира, и пост есть, где указан мой аккаунт. Много лет слышала про маточное молочко и трутневое, что это несуществующие продукты, выдуманный продукт, который не существует в природе. Нет, ну... Тогда я мед, выдуманный продукт, и пчелы туда же. Конечно же, вы можете посмотреть даже на ютубе, например, набрать, как получают трутневое молочко, и посмотреть. Сейчас много информации по любой теме, вы можете поинтересоваться, просто раньше, возможно, этим не интересовались, и видео увидеть, как его собирают, чем отличается трутневое от маточного. Ну, одним кормят маток пчел, другим трутней. Разный у них эффект, я про них напишу у себя в сторис, но обязательно, если вам интересно, посмотрите, это очень интересно, как действительно его получают. Так, спасибо вам за теплые слова, вижу. У меня бывал кортизол во второй половине дня, и часов с 5 дня доживаю. Тулси, наверное, уже буду зомби. Да, если вы, как я сказала, если вы испытываете раздражение, невозможно остановиться, успокоиться, Тулси то, что вам нужно. Магний и витамин С в любом случае. А вот для того, чтобы поднять себя, свои силы, вот здесь как раз будет актуально использование в вашем случае при низком таком кортизоле, что с 5 часов уже все, его не хватает. Еле доживаете, да, как вы говорите, вот уже лечь все, и чтобы никто не трогал. Вот здесь особенно хорошо будет как раз использовать курсово маточное молочко. В первую очередь можно в комбинации с макой перуанской. Я бы еще рекомендовала, конечно, обратить внимание на пептиды надпочечников, но это уже не совсем тема сегодняшнего эфира, где можно давать, я сегодня именно давала более такие широко применимые препараты, безопасные, но обратите внимание на пептиды Хавинсона, почитайте про них, в частности, про пептид, который называется гландокорд. Я думаю, что он вам очень улучшит качество жизни. У вас очень такая серьезная симптоматика, явная. Почитайте про него. Так, можно ли Тулси при истощенных надпочечниках? Да, когда поднимается кортизол. Уже высокий кортизол и раздражительность – это ненормальная ситуация, и его, конечно, ее нужно компенсировать, и это считается первой стадией истощения надпочечников. Такая ситуация. Так, у ребенка серые круги под глазами, о чем это говорит? Серые круги, скорее всего, я не очень понимаю, серо-коричневые, наверное, вот такие, потому что бывают в синий цвет. В синий цвет это часто говорит о анемии, а серо-коричневые как раз-таки говорят чаще всего о дефиците магния и уже в таком раннем возрасте, как ни странно, об глубоком дефиците магния. Поэтому, смотря какой возраст у ребенка,
Но чаще всего приходится детям, особенно когда у них возбудимая психика, магний тоже добавлять. И тоже на постоянной основе. Симптомов много, и они все неспецифические. Это уже ответ был. На что указывает на дефицит витамина D? На дефицит витамина D может указывать, во-первых, повышенная утомляемость, которая нарастает в пасмурные дни и особенно в зимнее время года. На дефицит витамина D может указывать потеря эмали у зубов. То есть, когда легко образуется кариес, пришеечный кариес, так называемый клиновидный эффект, когда прямо разъедаются шейки зубов, это повод проверить ионизированный кальций в крови, витамин D. И чаще всего это бывают сочетанные дефициты, когда нужно обратить внимание и компенсировать. Но обязательно на фоне магния, обязательно. Это очень важный момент. Так. Магний посоветуйте? Посоветую. Обязательно. Как я отношусь к приему ГАБА? ГАБА – это гамма-аминомасляная кислота. Она эффективна для тех, у кого есть очень большая возбужденность нервной системы и плохо происходит торможение. То есть, например, кто-то вот бывает разозлился, раздражался и потом быстро пришел в себя, успокоился. То есть вот он фонтанировал буквально, да, вот раздражением, но также, как говорят про него, быстро отходчив. Вот здесь хорошая работа как раз рецепторов гамма-аминомасляной кислоты. Если вы завелись, расстроились или нервная система у вас ушла в раздражение, неважно, но вы не можете долго успокоиться, переключиться, остановиться, в конце концов уже махнуть рукой и заняться чем-то другим, вы не можете переключиться, вас долго держат эмоции, вы посмотрели фильм, вы поговорили с подругой, у вас какой-то неприятный разговор был по работе, по телефону, например, и все, или вы прочитали письмо, и вы не можете переключиться. Вот здесь часто помогает как раз L-тианин, препарат 200 мг, это аминокислота, и вторая аминокислота, гамма-аминомасляная кислота ГАБА, про которую вы спрашиваете, в дозе от 200-250 мг. Ее надо очень потихонечку, медленно добавлять. Это важно. Я думаю, что так, я, наверное, еще на пару вопросов отвечу, обещала в течение часа, и остальные вопросы тогда можно будет разместить в окошке у меня в сторисе, я вам ответы там буду давать тогда. Так, да, при железодефицитной анемии. Да, то, что вот я вначале сказала, синие круги, особенно вот в синий цвет, это, конечно, да, первое, на что надо обратить внимание, железодефицитная анемия. Как разнести вечерний прием магния и трипхолы? Можно вместе принимать, не обязательно разносить, принимайте вместе. Можно принять трипхолу за час до сна, а магний тогда за полчаса до сна. Серо-коричневое – это в сторону надпочечников, это истощение нервной системы, когда серо-коричневые круги под глазами. И это как раз в сторону дефицита витамина С и магния как основа. Это то, что нужно добавить обязательно ребенку. Так, на щитовидку это не влияет. Так, что именно это? В чем может быть причина восстановления воспаления лимфоузлов в подмышечной впадине? Застой лимфы, перегрузка лимфы. А причина как раз-таки в неадекватном пищеварении. Ваша пищеварительная система должна справляться со всеми белками, которые попадают к нам. Причем попадают не только из пищи, но попадают и когда разрушаются различные вирусы, бактерии, умирают наши клетки, постоянно большое количество. Это все белок. И все это попадает в лимфу. И лимфа это куда девает? Она как канализация все собирает и сбрасывает в желудок, в желудочно-кишечный тракт. И мы должны это переварить. Этот белок, который получили от сломанных клеток, от старых клеток, от вирусов, бактерий, побежденных, паразитов и так далее. Мы получаем это все в желудочно-кишечный тракт, и мы должны это переварить. Так же, как и тот белок, который мы съели, животный или растительный. Если у нас не хватает ферментов, если наш, как в аюрведе говорят, огонь пищеварения
слабый, неактивный, то это опять все всасывается в кровь и опять возвращается в лимфу. То есть как переполнение канализации возникает. И тогда появляется слизь носоглотки, воспаление, опухание лимфатических узлов, фиброзно-кистозная мастопатия, сюда же прогрессирует ситуация, целлюлит, застой жидкости в теле. Вот это уже следствие, как более серьезные следствия, это аутоиммунные заболевания и аллергические процессы, особенно весенние полиносы и так далее. Чтобы с этим справляться, первое, на что нужно обратить внимание, это наладить правильное, адекватное, качественное пищеварение. И поддерживая свое пищеварение определенными специями, препаратами и так далее, с одной стороны, и выстраивая свой рацион, выбирая те продукты, которые подходят именно при вашем типе конституции и, самое главное, типе пищеварения. Вот об этом как раз и этот вебинар «Питание по аюрведе», как поддерживать активное пищеварение и как, соответственно, подбирать свои категории продуктов. Это основа, если вы этому научитесь, вы сможете тогда и для себя, и для своих близких это варьировать, подбирать, и тогда вот эти проблемы, связанные с лимфатической системой, с ее перегрузкой белком, они не будут проявляться. Угу. Так, ну что, я вижу еще интересные вопросы, но давайте сделаем так. Прямо сейчас я отмечу у себя в сторис окошко, и вы в него можете эти вопросы как раз записать. Буквально минут через 10 окошко уже будет. Я благодарю за ваше время. Спасибо вам за этот час. Спасибо вам за интерес в течение этого часа к проблеме своего здоровья. Я очень надеюсь, что смогла вам за этот короткий промежуток времени дать информацию полезную, практически применимую, как я в самом начале задумала, что у вас появится какая-то основа, чтобы правильно заправлять машину, да, и чтобы ваша машина, ваше тело ехало в ту сторону с той скоростью, с которой вы запланировали. Препараты все выложу у себя в сторис. Эфир будет сохранен, и препараты тоже будут выложены в бесплатном телеграм-канале. На него ссылка в шапке профиля у меня. Профиль легко найти в этом марафоне, в посте, объявляющем этот эфир. И сейчас тоже сохраню и пропишу там профиль. Надеюсь, все понятно объяснила, все пути, где, как, кого искать, где что будет. Спасибо вам и удачи в вашей реализации, в вашем пути по сердцу. Пусть все получится, как вы задумывали, и я буду рада, если вы сохраните свое здоровье, сделав карьеру, и я чуть-чуть приложу к этому руку.